Привет! У меня в руках Lowrance HDS Pro. На момент съемки таких эхолотов в России буквально пара экземпляров, поэтому у вас появился уникальный шанс узнать о новинке одним из первых. Очень рекомендую просмотреть ролик полностью до конца, так как будет масса уникальной информации, которую вы в других источниках на данный момент не найдете. И эту возможность нам предоставляет магазин эхолотов Александр Ховрина. Ссылку на магазин в описании. Так, поехали. Это 12-дюймовый представитель. Дизайн и внешний вид максимально совпадает с предыдущей серией HDS Live. Ну вот, к примеру, девятка, она точно такая же. А чтобы народ не путал модели, установленная, ставшая уже легендарной, синяя кнопочка. Надеюсь, ЛГБТ тут ни при чем. И сразу замечание по дизайну. Откровенно говоря, размер корпуса слишком крупноват. И даже в сравнении вот с девяткой, казалось бы, разница размеров матрицы буквально в 3 дюйма по диагонали. А по факту вот этот экземпляр практически в 2 раза больше, чем вот девятка. И у девятки Live, вот если честно, корпус тоже излишне крупноват. И понятное дело, мы от новинки ждали какой-то миниатюризации, хотя бы на уровне Гармина. Но не судьба. Позже я покажу и объясню причину вот этих гигантских размеров корпуса Lowrance'ов. Наберитесь терпения. Зато рамка теперь металлическая. Честно говоря, на ней отсутствуют ребра жесткости, и для металлического изделия она все-таки хлипковата. Но уж всяко лучше, чем пластиковая. Так, давайте вернем ее назад. Секундочку. Чук-чук-чук. Продолжаем. Вряд ли кого огорчит, но мы, как потребители, потеряли HDS с 7-дюймовой матрицы. Оно и понятно. На самом деле они мало пользовались спросом. Но это не единственная причина. Далее я раскрою вам и этот секрет. Модельный ряд теперь начинается сразу с 9-дюймового экрана. И затем следует новинка 10-дюймовая. Далее, как обычно, 12 и 16 дюймов. А чтобы 10-дюймовая матрица была более привлекательной, в самом деле, разница в 1 дюйм на воде в реальных условиях практически не будет ощутимо как-то заметно. Поэтому в десятку добавлены 2 клавиши с 2 режимами быстрого доступа. Когда я рассматривал аппарат на фото, мне показалось, что вот это радиаторы охлаждения. Но, увы, показалось. Просто декоративные накладки. А вообще радиаторы не помешали бы Lowrance'ам, так как они уж очень горячие аппараты. Например, учитывая не такую уж сильно большую мощность прибора, HDS Live 9 греется, дай божи, даже при комнатной температуре. Трудно себе представить, чего ожидать от нее в астраханскую жару, где воздух поднимается аж до 50 градусов Цельсия. Что же в нем нового? А на самом деле появилась потрясающая вещь, которую я давно ждал. Любителям продукции Lowrance хорошо известна технология Fish Reveal, которая работает в нижнем сканировании, что, собственно, выгодно отличает Lowrance от других производителей. И казалось бы, почему бы не сделать Fish Reveal и в боковом сканировании? Ведь боковое сканирование – это не что иное, как работа 3 датчиков нижнего сканирования, направленных в разные стороны. 1 вниз под лодку и 2 по бокам. И вот оно, наконец, случилось. Теперь Fish Reveal будет работать и при боковом сканировании, но только с новым датчиком Active Image HD 3 в 1 Fish Reveal. А владельцам версии HDS Live и Carbon не стоит огорчаться, так как после обновления, которое скоро выйдет, этот датчик станет доступен и для них. Вот только без накидывания на вентилятор не обошлось. Придется также докупить и модуль Sonara S3100, чтобы обеспечить совместимость устройств. Не знаю, сколько это будет стоить в России, но на данный момент в США анонсирована цена около $500 за датчик и $950 за модуль.
В общем, не все так уж и радужно, но, возможно, комплект модуль плюс датчик будет немножечко дешевле. Кстати, модуль также совместим с Elite FS. Ранее такого Lowrance не делал. А теперь мы увидели длительную поддержку бюджетных моделей. С более старыми моделями новый датчик и модуль также совместимы. Но вот только новые функции будут недоступны. Вообще не понимаю, тогда нафига нужна такая вот совместимость. Ну, она зачем-то есть. И тут я снова вам накину на вентилятор. Дело в том, что Fisher Reveal в боковом сканировании даже для HDS Pro доступен только с модулем S3100. Независимо от того, какой у вас аппарат. Carbon, HDS Live, FS или Pro, для активации Fisher Reveal в боковом сканировании вам придется докупить модуль S3100. Другими словами, дешифрация сигнала и распознавание рыбы производится в отдельном компьютере модуля S3100. Затем передается в головное устройство по сети Ethernet, и там накладывается на HD изображение развертки бокового сканирования. Почему нельзя было сделать дешифрацию непосредственно, вот черт возьми, в головном устройстве, раз уж вы выпускаете новый эхолот? Для меня это загадка. Друзья, мне вот интересно ваше мнение по этому поводу. Пожалуйста, напишите в комментариях, что вы думаете, об этом. Ладно, кроме того, блок S3100 нуждается в синхронизации пинга. Это такая задержка передачи пакетов данных в сети. В общем, дополнительное усложнение, которое может потрепать нервы тем, кто никогда до этого не сталкивался с сетевым оборудованием. Если я что-то, в общем-то, напутал, то обязательно поправьте меня в комментариях. Ну, сами понимаете, вещь новая, малоизученная, какую-либо информацию найти сейчас довольно-таки трудно. Так, сам новый датчик немного изменил форму. По заявлениям производителя, это снижает возникновение тени при монтаже датчика и позволяет увеличить угол обзора на высоких частотах. HD в названии датчика означает картинка высокого разрешения, как у цифрового телевидения. Кстати, в том числе по этой причине Lowrance отказался от 7-дюймовой модели, ввиду того, что у 7-дюймовой модели было разрешение всего 1024 на 600, что в общем не соответствует формату HD, который составляет 1280 на 720. Теперь датчик будет выпускаться в нескольких вариантах. 2 в одном, 3 в одном, 3 в одном Fisher Reveal со средним углом обзора, вероятно, это глубоководная морская версия. 3 в одном Fisher Reveal с увеличенным углом обзора для пресноводных водоемов малой глубины и 3 в одном носовой. Возможно, эхолоты будут комплектоваться разными датчиками. Обращайте на это особое внимание при покупке, чтобы не ошибиться с датчиком. Теперь немного о модуле S3100. На нем, помимо прочего, появился неведомый ранее дополнительный разъем, металлический 12-пиновый гигабитный Ethernet порт. То есть, очень может быть, версия Pro является всего лишь переходной. И в относительно ближайшем времени нас будет ждать следующий флагман. А может быть, даже новая линейка более мощных эхолотов от Lowrance. Потому что, как минимум, вот посмотрите, нету здесь подобного разъема. В любом случае, Lowrance анонсировал порт нового поколения, который, как я понимаю, еще нигде не применяется. Также претерпел изменения и метод коммутации датчиков. На задней панели, как у Live, так и у Pro, имеются два разъема сонара. Однако при подключении датчиков к Live они работают попеременно, с задержкой по таймингу, через такт, чтобы не мешать друг другу. Подобно поршням в автомобиле. А в Pro-версии два подключенных датчика будут работать синхронно и будут дополнять друг друга данными. В том числе это касается сетевого подключения двух головных устройств со своими датчиками. На самом деле это серьезное аппаратное улучшение, а точнее исправление допущенных в прошлых моделях, например, в Live.
Также добавлена частота до 1 кГц. Ну что же, возможно, тем, кто проводит много времени весной и осенью на мелководье, когда вода относительно чистая, увеличение частоты и угла обзора на высоких частотах будет ощутимым подспорьем. А в большинстве рядовых случаев, на мой взгляд, это абсолютно ненужная фича. То есть, чем выше частота датчика, тем больше требовательности у него к прозрачности воды. Но все равно нужно, как говорится, посмотреть и понаблюдать. В новом аппарате в окнах сканирования мультитач так и не задействован. Ну, скажем, как у Гармина. Вот, давайте взглянем. Вот так вот. Допустим, я хочу что-то тут увеличить. Или хотя бы кнопочками. Вот, нет, ничего у нас не выходит. Так. Также отсутствует возможность разворачивания на весь экран окна сканирования из многооконного режима. Ну вот, взгляните. Ни руками, ни какими-либо клавишами я не могу развернуть сразу же в полноэкранный режим. И если в этой модели существуют дополнительные кнопочки, которые можно задействовать на этот случай, то вот, скажем, в 9 лайва, где тоже нету данной функции, кнопочек дополнительных нету, беда-беда. Но будем надеяться, что эти недочеты будут пофиксены с выходом новых обновлений. А теперь давайте посмотрим еще на одну новинку, анонсированную Lowrance. Так, вот это вот отодвинем. Ну, вот, скажем, вот сюда куда-нибудь. Ух, упало. Так. Так. А это новый Active Target. Так вот он выглядит в такой коробке. Кися, тебе тоже интересно? Ты у нас рыболов, да. Так. Так, кошка, не мешай. Пожалуйста, Кися, не мешай. Не мешай. Пожалуйста. Все. Это мои игрушки. Так. Так. Итак. Вот так выглядит датчик. Угу. Так, это отложим. И вот так выглядит блок. Ох, нифига себе, какой он здоровый. Честно говоря, когда я смотрел его на иллюстрации, мне он казался куда меньше. Ну, раза так в 2. Так, а вот тут мы как раз наблюдаем нормальные алюминиевые радиаторы охлаждения. Ну вот могут же, оказалось бы, одна и та же компания. Вот почему нельзя сделать такие же вот радиаторы в головном устройстве? Блин, ума себе не приложу. Так, что тут еще интересного? Так, ага. Вот обратите внимание, пожалуйста, на вот эти белые метки на кронштейнах. Как самого датчика. Вот здесь они, видите, имеются. Так и вот на креплениях ротатора. Lowrance с серьезным видом заявляет, что вот эти метки – это прямо прорыв. И теперь, как никогда, проще позиционировать датчик относительно ротатора. Американцы визжат от восторга. Ну, не знаю, как современная молодежь, но для людей, получивших образование в СССР, это, по крайней мере, ну как-то забавно. На самом деле, я очень мало знаю о технологии Active Target, так как у меня еще не было возможности ознакомиться с ней в реальных условиях. Но, насколько я понял, за время подготовки и сбора информации для этого выпуска, Active Target 2 теперь дает более чистую картинку, улучшена программная стабилизация, увеличен угол обзора аж до 270 градусов, также увеличена дальность действия сенсора. Появилась возможность и комбинировать режимы. Например, вид обзора спереди и разведывательный режим. Или отражение обзора на 180 градусов плюс сверхширокий разведывательный режим. Но, насколько я понял, для этого потребуется наличие сразу 2 датчиков. Я пока
полностью не понял следующее. Эти возможности доступны также и на HDS Carbon Live, ну там FS тоже, или только будут режимы с одинарным датчиком. Но точно понятно, что дуальная система подразумевает не только наличие двух датчиков, но и два блока, соединенных между собой соответствующей коммутацией синхронизацией. В настоящий момент не могу утверждать, что Active Target 2 наконец-то переплюнул Panoptix LiveScope от Garmin. Ну и опровергнуть также не могу. Будем ждать реальных тестов и сравнений. Теперь снова вернемся к прошке. В Pro-версии добавлена встроенная флеш-память 8 ГБ. Наверное, на случай утери флешки, выхода из строя носителя, ну или тупо забыли дома. В общем, теперь, если вы оказались на водоеме без сменного носителя, ваши точки отрисовки карт глубин не пропадут. Вы сможете их извлечь позже, ну, например, приложением Lawrence App или напрямую даже через браузер. Или синхронизировать с другими аппаратами и носителями. В общем, проблем теперь не будет. Также производитель документирует в спецификациях использование HTML-файлов для взаимодействия со сторонними приложениями, чего пока нет в настоящей прошивке. Но предполагается, что с выходом обновления это будет задействовано. Возможно, Echolot станет неким веб-сервером с веб-интерфейсом, и вы сможете управлять и контролировать устройство посредством браузера, подобно тому, как вы меняете настройки на своем домашнем роутере. Кстати, возможно, именно для этого функционала и добавлена внутренняя память 8 ГБ. А давайте проверим, вдруг сейчас уже что-то сделали. Так, прибор подключаем по Wi-Fi. И открываем браузер. Так, вводим IP-адрес устройства. Отлично. К сожалению, ничего нового не видим. В точности такую же страничку выдает и HDS Live. Тут, насколько я понимаю, можно скачать бэкапы устройства, не более. Полноценного веб-интерфейса пока нету. Теперь давайте заглянем под капот девайса и посмотрим на произошедшие изменения в аппаратной части. Вы будете первый, кто увидит внутренний мир HDS Pro. Так, выключаем. Чпунь. Так, убираем рамочку. Выключаем. Пум. Так. Эта штука стоит как чугунный мост. А магазин эхолотов Александр Ховрина, несмотря на то, что имеются определенные риски, предоставляет вам такую возможность, так как люди для них важнее всего. Итак, мы видим кросс-плату. Она несколько изменилась в сравнении с тем же самым лайвом. Оно и понятно. Поскольку изменился принцип коммутации и синхронизации работы двух параллельных датчиков, о чем я говорил выше. Теперь давайте посмотрим непосредственно на компьютер, который тут всем и управляет.
На нем имеется кулер, ничего нового, на предыдущей модели такой же стоит кулер. Никаких изменений не наблюдается. Но в замкнутом пространстве водонепроницаемого кожуха такое себе решение. И вот это, кстати, и объясняет, почему корпуса эхолотов Lowrance настолько неадекватно крупные. Это создано для того, чтобы создать максимальный объем, в котором циркулируют потоки воздуха. Но куда проще было бы вынести наружу ребра алюминиевого радиатора. Кстати, у девятки Live кулер отсутствует. Наверное, поэтому она так безбожно греется. Хотя мощность у нее значительно меньше. Поехали дальше. Так. На одну секундочку. Еще не дотянется. Так, на компьютере мы наблюдаем 64-битный 4-ядерный ARM-процессор, работающий на частоте до 1,8 ГГц. Память DDR4 16 гигабайт. Чип SSD диска 32 гигабайта. В общем, каких-либо кардинальных изменений в сравнении с лайвом, к сожалению, не наблюдаем. Печалька. Итак, я собрал его снова, и давайте произведем первый запуск. Волнительный момент, да? Пошел. Нужно отметить, что Pro-версия загружается значительно быстрее по сравнению с тем же лайвом. Что означает, как минимум, ядро операционной системы было в значительной степени проработано. А это подразумевает и более быструю работу системы при обработке сигналов датчиков. К сожалению, в настоящий момент большего сказать не могу. А свои предположения, а еще лучше точные сведения по этому поводу оставляйте в комментариях. И, кстати говоря, есть некоторое упущение. В прошлом ролике я забыл вам об этом рассказать. И вот сейчас исправляюсь. А дело все в том, что у этой модели на задней панели существует, помимо прочего, USB-вход. И вот давайте я вам продемонстрирую, как он работает. Вот так, сейчас врубаю мышку. И посмотрите, что происходит. Мы наблюдаем мышку на экране. Вот. Можно ею, я так полагаю, работать. Давайте попробуем. Вот, выберем черп. Отлично. Интересно, ролик будет работать? Ну вот клавиша работает. О, и ролик работает. Крутяк. Крутяк. Фиг знает, как этим всем пользоваться. Но это имеет место быть. А ну-ка на карте. Ой-ой-ой. Я в зеркальном отражении. Нифига. Ага. О, и на карте. Слушайте, как удобно. Угу. Мое почтение. Ладно, не будем дальше играться. Выключаю мышку. Ха-ха-ха. Так, USB-порт есть как в HDS Live, так и в HDS Pro. Ну, поехали дальше. В общем, на мой взгляд, это переходная модель. И скоро нас ждет либо следующая модель, либо вообще новая линейка эхолотов, в которой уже будет и гигабитный порт Ethernet, и, возможно, даже интегрирован функционал, подобный тому, что расположен в модуле S3100. Что же, настало время делать выводы. С одной стороны, вроде бы перед нами новый прибор. Но по факту, если какие-либо изменения в него были внесены, то на данный момент обычному рыболову они не очевидны. Повторюсь в очередной раз. В последующих обновлениях, возможно, мы увидим новый функционал и новые возможности. Ну а пока для рядового рыболова, использующего всего один датчик, независимо от того какой, 3 в одном или 3 в одном HD, или 3 в одном HD с модулем S3100 Fish Review, разницы между лайвом и Pro никакой не будет.
Теперь, что касается совета, как поступить тем, кто рассматривает покупку эхолота прямо сейчас перед сезоном. Я выскажу исключительно свое мнение. Как мне кажется, именно сейчас покупать данный эхолот нецелесообразно, так как в настоящий момент, что будет завтра или там через час, предсказать затруднительно. Вы сами понимаете, какая у нас сейчас обстановочка и какие финты с курсами и политической, экономической ситуацией. Короче, далее для простоты я буду округлять. Обойдемся без лишних точностей. Сейчас HDS Pro десятка с датчиком HD Fish Revealed стоит в районе $3000 с учетом налогов. А сколько он будет стоить в России, вообще непредсказуемо. Но точно могу сказать, что это будет свыше $3500. Давайте предположим, что это будет окончательная цена $4000. В то время как HDS Live у нас в России программно без пайки и дублирования, русифицированный и разблоченный и с классическим датчиком в наборе 3 в 1 стоит в районе 2500. Добавляем к этому комплект модуля S3100 с датчиком HD. Ну сколько он будет стоить? С наценкой, транспортными, растаможкой и так далее, ну порядка 2000, а то и меньше. Итого, набор HDS Live с новым датчиком и модулем стоит около $4500. Плюс у вас будет всегда в запасе второй классический датчик для использования сразу 2 датчиков, ну или просто как запаска. А HDS Pro с датчиком HD будет стоить где-то около 4000, плюс стоимость модуля S3100 порядка $1500 со всеми накрутками. Получается, что на данный момент, вот на момент съемки, HDS Pro нецелесообразная покупка. Опять же, что будет завтра, не берусь рассуждать. Может быть, цена на Pro-версию упадет, так как эйфория от новинки поутихнет. А может быть, Lowrance выкатит обновление, в котором потенциал Pro-версии будет максимально раскрыт. И рассматривать покупку моделей прошлого поколения будет уже неинтересно. Или курс доллара упадет настолько, что разница в 1-2 тысячи баксов станет, собственно, несущественной. Фиг знает, повторюсь, в глаза мне смотри. Это исключительно мое мнение и на сегодня, здесь и сейчас. Понял? Хорошо. С другой стороны, никак не исключено, что данный новый эхолот – это проведенная работа над ошибками прошлых версий. И насколько это будет заметно для конечного потребителя, пока непонятно. К примеру, помните ролик при сравнении HDS Live с Elite FS? Каких-либо колоссальных различий мы с вами, в общем-то, и не обнаружили. Разве что, кроме разрешения матрицы, мелочи. Предполагаю, но это не точно, что, как в случае FS с Live, между Live и Pro версией в условиях реальной работы на рыбалке мы не особо-то и заметим какую-то существенную разницу, так как программное обеспечение Lowrance вполне себе отлично работает и поддерживает совместимость. Друзья, в настоящий момент мы работаем над выпуском о сравнении Elite FS от Lowrance с эхомапом UHD 94SV от Garmin, которые нам на обзор любезно предоставил магазин эхолотов Александр Ховрина. Хотелось бы получить от вас какую-либо информацию, в общем-то, об этих устройствах. На что, по вашему мнению, следует обратить особое внимание? Об опыте, полученном при работе с этими приборами и их особенностями, конечно же, исходя из вашего личного опыта. По возможности делитесь информацией в комментариях. Мы все читаем, а также пишите, в общем-то, все свои пожелания. А теперь подписываемся, ставим лайк, жмакаем колокольчик и помните, дядя Вова плохому не научит. Пока. Да, с HDS Pro не такая уж веселуха, как мне казалось.
Да, гаси.